Вот когда это все началось, Пригожин понимал, что военное руководство ЧВК «Вагнер» воспринимает его только как, так, давай, там, ты нам должен денег, пойди вот это купи, и вот это у нас должно быть. Ну, учитывая, что ты четверть триллиона каждый год себе в карман кладешь, ну, наверное, оно должно быть. В свой карман. Не в карман там чей-то, а в свой собственный карман. И он, не знаю почему, кто с ним работал, у меня этого инсайда нет, он решил поиграть во власть. Думаю, что за деньги он купит все и всех. Многих покупал. Вот если там вы внимательно как бы на Госдуму смотрели, там недели 3 назад, там флаг ЧВК «Вагнер» прямо в окне висел на последнем этаже. Факт? Факт. И он поехал по тюрьмам. И вот тогда он создал противовес Уткину в самом «Вагнере». Вот есть отморозь, а другими словами это не назовешь, отморозь, которые за мной пойдут куда угодно. Ну, такой хороший человек, да? Я думаю, что там были и большие ругани по этому поводу, и его медийность. А вы вообще вспомните, о чем он говорил? А то же у нас многие, как рыбки, они... память 3 секунды. Что он там говорил? У нас 30 миллионов мобилизационный резерв. Это как на Украине. То есть забираем всех. 3 миллиона призовем, все это там зачистим. Ну, какой кровью? Никто из тех дурачков, которые там в Ростове там кричали «Вагнер, Вагнер», этого не помнил. Ну вот надо всех этих ростовских взять, мобилизовать нафиг. И туда. И он там рассказывает, какие они все, как военные упыри. Так ты же с ними общался. Я уже говорил, что есть подвалы Вагнера, есть тюрьмы Вагнера. И оттуда никто не выходил живым или здоровым. Патрули Вагнера, ну, которые занимались беспределом, просто ужас как. Я говорю, человек сам с этим столкнувшийся, потому что у меня есть ряд бойцов. Он говорит, у нас патронов нет. А откуда у них все это? У нас снарядов, откуда у них это все? Приехали, грабили, выкидывали мобиков и забирали себе? Вон в «Октаве» подразделение у нас такое артиллерийское было. Приехал на завод, где ремонтировали его гаубицу. Говорит, а ее нету. А как нету? А вот так. Ну, потому что они там наводили страх и ужас. Причем эта комендатура должна была за это отвечать. Мы ничего не видели, ничего не знаем. Хорошо, были камеры видеонаблюдения. Их утащил Вагнер. Приехали, подцепили, уехали. Что потом, что все это руководство там на народнике, все эти странники, вот эта вся чушь. Ой, ты потерял, пролюбил гаубицу, ну-ка давай. А потом же у нас своя еще там есть там, агентурная связь. Они сказали, ну вот этого парня его или вывозите нафиг. Потому что все решили спереть на него и отправить к Вагнерам на подвал. Где он или все подпишет, или оттуда больше не выйдет. А про полигоны свои там, Пригожин не хочет рассказать, сколько там трупов лежит. Какой ценой Бахмут был взят. Тоже не хочет сказать. Но вот когда он решил, что у него есть банда, которая там проедет, и я уверен, что Уткин в этом не участвовал. Потому что он офицер, он герой России, Уткин вообще красавчик. И он решился на этот экс. С этими криками, нас бомбят, вы знаете, что у каждой записи есть цифровой паспорт. То есть когда и где она записана. Записывалось-то там же. Ну, это гораздо раньше. Гораздо раньше. Вот, теперь та часть вагнеров, которые все-таки правильные, по-настоящему правильные, по-настоящему патриоты, они или подпишут с 1 июля этот договор с ему. Есть второй вариант, что Уткин своей командой все-таки это те 8 тысяч, которые уже в Беларуси. То есть вот так тонко сыграть. И Пригожина на место поставить, и нормальных бойцов вывести из-под удара. Красава.